Здравствуйте, зрители канала. Добрались мы до шестерни. К сожалению, пока я прицеливался, я ее случайно уже прессовал. Для спрессовки берем такой съемничек. Приобретался мной в магазине в автозапчастей. Что-то, мне кажется, недорого, насколько я помню. Цена приемлемая, недорогой. В чем особенность? Здесь два уха на лапках, чтобы можно было стянуть болтами. Еще, опять же, дополнительно, чтобы обязательно шестеренка, она стоит вот здесь, шестерня. На конусе эта шестерня. То есть просто сидит на конусе. И что мы еще делаем? Чтобы у нас при выдавливании шестерни при спрессовке лапки, чтобы у нас не расходились, их не растаскивало. Дополнительно еще я делал вот сюда вот так вот вставочки делал, упоры. Сейчас покажу. Так. Вот, подобрал, в общем, плоскогубцы. Ну, в моем варианте, просто в вашем варианте может быть что-то другое. Подберете. Так. Ну и вот болт на 10. Вот он стало. Лапки стали у меня в упор. То есть при спрессовывании вот здесь вот тут не отжимало и вот здесь не сходилось. Ну, у меня получилось очень легко. Я просто начал натягивать, она пук, щелкнула, то есть легко сошла. Обычно она довольно-таки серьезно стоит. Но здесь мы ее снимали только прошлый год на этом скутере. По-моему, видео есть даже на этом канале. Сальник этот мы уже меняли. Где-то год или два, не помню точно. Именно на этом скутере. Шестерня, кстати, хорошо обратить внимание, она в убитом состоянии. Это, кстати, болезнь 150-ок. То есть срывает вот здесь зуб. Либо вон там. На том на той шестерне, которая сопряжена с этим. Вообще система здесь сделана очень плохая в плане заводки с ноги. Сложная, неудобная и хлипкая. То есть вот постоянно разваливается. Так, это мы сделали. Дальше что нам надо? Обратите внимание на сальник. Покажи поближе. Вот видно, что он в масле весь, да? То, что с него сопливается. Почему он потек? Я хозяина предупреждал, но он меня не послушал. Постоянно переливал масло, говорит, выдавить сальник. Он у него маленько подъедал, чуть маслица. Двигатель уже. Надо было как бы переборку делать. Ну, делали мы только в этом году. В тот год он просто подливал. Ну, я говорю, я лью побольше. Я говорю, не лей больше. Выдавить сальник. Ну, и результат, соответственно, сальник потек у нас. Это, кстати, не нужно переливать масло. Запомните уровень масла. Не переливайте, иначе может быть либо с этой стороны, либо с той стороны подавит сальник. То есть это уже проверено. Когда он лишнего наливает, ну, не 100%, но большая вероятность, что сальник потекет. Опять же, вот здесь, видите, светлое место. Здесь вот как бы как раз текло масло. То есть потихоньку стеком, поэтому здесь вот оно отсвечивает светлым. Но это показатель, что этот сальник текет. Здесь вот у нас сверху просто как оно от вращения раскидывало его, то есть вот запылено маленько, а вот здесь именно оно подтекало, и то есть вот светлая зона, где был стек. Ну что ж, сальник нам надо извлечь. Извлекаем его плоской отверткой, как я делаю, просто сюда выдирать намного проще, чем у нас половина двигателя, оттуда его потихоньку выдавливать. То есть не церемонимся, вот сюда вот в это место. Так, отвертку потоньше сейчас возьмем. Туда просто вот, где у нас кольцо, вставляем и просто выдираем его. Сделаем так. Так, отверточку потоньше. Вот это вот. Первый раз не будет. Так. Не всегда все так будет случаться быстро и гладко. Итак, друзья, у нас небольшая техническая накладка.
который бывает редко, но бывает. Сальник, в общем, провалился туда глубже, ближе к подшипнику. Попробовали отверткой, не хочет он выкорчевываться. Зараза, крутится, но, ну, чтобы долго не мучиться, можно использовать другой способ. Мы его тоже делали. Берем саморез по Говорил. ну, гипсокартон там, ну, вообще он профиль, чтобы скручивать. То есть профиль заворачивать гипсокартон. Он острый, то есть как по металлу считается, как бы саморез. Особое внимание, мы сейчас его будем заворачивать. Ну, я вам сейчас потом объясню на сальнике, как сделаем. Нужно завернуть совсем чуть-чуть, чтобы он просто вот эту кромку сальника прошел чуть-чуть. И аккуратно, не повредим, чтобы не повредить не коленвал. То есть это, конечно, уже такой процесс уже более нежный. Так, покажем, что получается. Как его нужно закрутить аккуратненько. Этот мы ковыряли отверткой, у нас ничего не получилось. Он туда еще провалился добавок. Маленько деформировался, там еще встал. Короче, получилась ерунда. И пришлось, этот метод мы редко используем, потому что он нежелателен, конечно же. Можно саморезом повредить либо посадочный, либо коленвал-то, я не знаю, вряд ли. Но посадочный алюминий можно прям ширкнуть. Заворачиваем аккуратненько вот в эту жестянку, которая между краем и вот это внутренним кольцом. Видишь, у нас мы завернули нормально, ничего не повредили, внутреннее кольцо, то есть, соответственно, по коленвалу не зацепили. И уже за него потом можно плоскогубцами вытащить, как мы сейчас сделали, опять же, в этом моменте. Вот так вот. Вот, смотри, аккуратненько сгоняем. Но этот уже более способ используем, когда не получился первый. Просто отверточкой его туда аккуратненько оттуда выворотить. Берем тоненькую отверточку и вот сюда вот вставляем. Туда аккуратненько, чтобы у нас коленвальчик не повредить. Вот сюда, оп, и вот так ее на излом выдираем. Если проваливается, уже сложнее. То есть уже приходится вот такое колдунство применять. Ну, удобно, когда сальник-то пошире. Узенький сальник, вот это тоже способ более сложный. Нужно прицеливаться хорошо, не попасть, ни край не повредить, ни коленвал как бы. Ну, действенный способ, уже раза 3 мы используем за все время. Слава богу, не так часто. Итак, нам нужен другой сальник. Сейчас постараемся рассмотреть какой-то номер. С отверточкой. Нет, ты так не раскрутишь. Сейчас я тряпочкой вытру. У нас вот набор сальников есть. 157 QMG, 150 кубов. То что ж, у нас какой-то из этих. Здесь, короче, 19,8 на 30 с чем-то. Сейчас глядим, что за сальник. Оп. Так, 19,8 на 30. Ну-ка, другой какой. То есть, либо тот, либо этот подойдет. Вот эти уже не подходят. Здесь уже внутренний меньше размер и наружный побольше. Но это тем более не подходит. То есть, какой-то из этих. Возможно, они одинаковые. Сейчас посмотрим. Ну да, друзья, они одинаковые. Подожди, я хоть сфокусирую, что... Куда-то такой сальник еще идет. Может, с другой стороны, где коленвал, такой же сальник идет, возможно. А сейчас давай примерим на коленвале. У нас есть коленвал. Так. Вот 19,8 на 30 на 5 шириной. Ну, как видите, вот со стороны генератора на коленвал 150 такой же сальник идет абсолютно. То есть здесь он на этот размер идет. Значит, они одинаковые сальники. Ну что ж, теперь мы его поставим. Ну что мы делаем с сальником? Теперь мы говорим с новым. Внутри маленько маслицем смазываем внутреннее колечко. Ну, чтобы полегче заходил на коленвал. А наружный обод я немножко примазываю герметиком. Но, сразу же говорю, без фанатизма. Не как майонез на бутерброд намазывать. Тоненьким слоем по кругу пройтись на дополнительной герметизации. Это неплохо.
Там кто-то говорил, что она туда западет. Ничего, оно при прессовывании все лишнее выдавливается наружу. Это уже проверено много раз. Внутрь ничего не попадает. Если без фанатизма не мазать. Так, и старайтесь его туда не утопить. Был заподлицо с картером. Но если немножко провалится, в принципе, особо ничего страшного, если не сильно. Так, теперь надо маленько прижать. Каким-нибудь инструментом. Кончик его туда поджать до конца. Ну, вот как-то так у нас все получилось. Мы поджали. Так, после как вы его установили, ну, в идеале завести, посмотреть, не будет ли гнать масло, чтобы сюда лишний раз не лазить. Видите, как неудобно шестеренкой спрессовать. То есть вот все у нас сейчас ощущаем пальцем, что он, сальник, у нас залез под картер, туда в картер. Сейчас попробуем заведем и проверим. Так, вылился вал, но это ничего страшного. Все нормально, масло не давит, ниоткуда не гонит. То есть все пойдет, можно собирать назад. Итак, дальше наше действие. Эту шестеренку просто вставляем на место, она на конус зайдет, как куда надо встанет. Дальше вариатор берем. Ролики все у нас на месте. Вот эти вот скользители тоже устанавливаем на место. Слайдер они называются? Ну, слайдер, скользители, что-то непонятно. Так, вот так, сюда раз. Прижимаем, придерживаем. Так, здесь сейчас протрем. Так. Ну и все. Устанавливаем на место. То есть вариатор по сути упирается на эту шестерню, поджимает ее. Дальше ремень. Вот ремень. Сколько раз показывал, говорил, чтобы читался слева направо, устанавливаем. Это немножко бушный ремень, но он не лопнутый еще, ничего, трещин нету практически. То есть, ну, другого нет, вариантов нет, ставим этот. Хозяин говорит, давай пока какой-нибудь поставим. Дешево и сердито. Ну, просто это, уже конец сезона. Он говорит, мне хотя бы поездить чуть-чуть. А дальше, на следующий год, может, поменяем это. Так, берем новую тарелочку. Нашли мы два варианта. Здесь маленькая трещина. В рабочий зон, правда, не попадает, но все равно лучше поставим, которая целенькая вся. Выработки здесь практически нету. Здесь тоже, по сравнению с той, которая была. Все-таки это больше нравится. Поставим ее.
Так, не поставим ее. Что с ней? Внутри зуб сожранный. То есть ей конец. Здесь вот все у нас в порядке. Ну что, у нас вариантов других нет. Здесь вот скол прям с краю. То есть вот ремень доходит вот до сюда где-то. То есть в рабочую зону не попадает. То есть ремень... Ну, купим новый, когда будем менять ремень. Хозяину скажу, что другого варианта нету. Только такой. Кстати, он ездил на двигатель благополучно, пока он не рассыпался. Коленвал, кстати, который мы проверяли, с того двигателя, где там шатун вот так вот миллиметров 5 ходит. Ремень тоже оттуда, но вот ремень не испортился, он там стоял. Года 2 на нем, наверное, 3 мужик ездил, ничего. Ну что ж, попробуем вот этот. О, вот этот сел на шлицы. Как надо. Так. Ремешок еще маленько ослабим. Вот так вот. Шайбу не забываем. Не видно, да? Шайба, которая здесь стоит, она здесь нужна. Все, что стоит на скутере, все нужно. А то бывает, разбираешь двигатель, направляющие отсутствуют, еще что-то там в двигателе. Ну зачем, говорю, вынимали, если стоит, значит, она здесь нужна. Ну, сейчас мы гайковертом завернем, который показывает в предыдущем видео. Сейчас мы затянем нашу гаечку, попробуем, что получилось. И попробуем степень затяжки съемником другим, как мы затягиваем приблизительно. Так, у нас вперед. Подожди. Ну, давайте попробуем, что получилось. Так, ставим вот эту штуку. Здесь вот есть упорчик. И проверим, что у нас как. Сейчас мы проверим. Где лоток? А, вот лоток. Так, уперли. Ну, я тебе скажу. Капитально. Да. Завернул не хуже, чем я заворачиваю. Можно не проверять в следующий раз. Да, в следующий раз уже можно не проверять. Давай еще. Сцепление мы с тобой уже крутили? Да. Еще маленькое. А что ты хорошо? А сцепление тоже маленькое еще. Потом проверим, кстати. С тормозом надо. А? С тормозом отжать. А, мы его проверяли с тобой. Да. О. Опа, блин, красотища. Сколько времени экономим сейчас, блин, ставить, корячиться, распорки, все эти съемники. Ширк-ширк, готово. Ха. Так что вещь прикольная. Рекомендую всем. И цена, в принципе, адекватная за инструмент. Ну что, на этом все. Нам осталось одеть крышку, ее завернуть и помчал. Я думаю, на этом видео можно закончить. Всем спасибо за внимание. Пока.